والذي نضع وإياكم حجر الأساس لقيادة العالم بقيادة إسلامية. Политический канал подконтрольным Хамас с 2007 по 2009 года в рамках пропаганды выпускал детскую передачу «Пионеры завтрашнего дня», дыбл, которая состояла в описании пущенного мяса, готового тахать жизни во время Аллаха вместе будущей войне Израиля. Но еще там видео вроде учили что-то плохое и полезное. На фоне ярких бездонных декораций с азбукой, ведущей в лица маленькой девочки и других промывальщиков мозгов, выбивая детям в голову всякую экспериментальную ересь и происходительстве ислама над другим религиям, непощадно, террористам, смертикам и в духе. Как вы уже могли заметить, один из ведущих — это Микки Маус, точнее Фарфур. Хотя порой это огромная приключивость мыши все-таки выдает в себе капиталиста. How are you, يا سراء? I hope to be good time. نعم. مالك يا فرفور؟ انت ليش هيك بتحكي؟ يا سراء، لغة العالم المتقدم، لغة العالم اللي بيفهم، اللي بيخترع، مش هيك؟ لا يا فرفور، انت غلطان، عشان انت بتعرفش ان المسلمين هم اساس الحضارة، وايضا لولاهم لما وصلش العالم للي هو فيه. Ладно, последнюю не поспоришь. В Дисней довольно быстрее узнали про исламского клоуна Микки и были в ужасе не столько из-за нарушения авторских прав, сколько было из-за факта существования подобного шоу. Вообще передача стала объектом всемирного обсуждения, но из-за давления Фарфура пришлось убрать. В прямом смысле. По сюжету 5-го эпизода мышь прямо на глазах у зрителей убивает еврей. Попытка нет документы на землю. نعم أحبابنا الأطفال، لقد فقدنا أعز صديق لنا فرفور. Однако шоу на этом не заканчивается. Место Фарфура занимает ее двоюродный брат Шмель Нахуль. وماذا تريد؟ Своим высказыванием она мало отличается от кузенов, причем однажды он психанул, отправился для животных, приют, животных издевался над кошками. Маленькими, так и большими. И ему даже ничего за это не было. Может, как это еврейская порода кошачьих. Но не так не было. وأنت وأحبابنا الأطفال بل الكبار جيل رواد الغد بإذن الله تعالى سنعيد المسجد الأقصى، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يا نحول، أيضا الله عاقبها بالنار يا نحول، وهذا كان مصيرها، وإن بقيت على هذا الحال فسيكون مصيرك مثلها يا نحول. Хотя нет, в 36-м выпуске Нахуль умирает от внезапной смертельной болезни. Его брат кролика Асуда очень переживает по этому поводу. Кстати, нет абсолютно ничего странного в том, что это Шмель, кролик и братья их родителей. При этом обычные люди. Имя кролика Асуда переводится как лев. И решительно настроен продолжить путь своих братьев не с первого он решает. Но потом решал свистнуть у своей братини много наличия, пока тот спит с благословения самого сатаны, за что девочка Сара собирается отрубить кролику руку, ну или хотя ему бы уху. Но ладно, впервые раз это незадачно не было такой не очень, но так совпадает. Ну, например, конца выпуска Асуда умирает во время анимации, во время его пищания импульса. После минуты он потерял сознание, и он не пришел в себя. Но хотя бы зверушка Шахид, которая невероятненько, потому англично выплевывает вот своими Аллаха. Да.
Все это можно было назвать забавным, не было так печально. По сути, отражение творится в убежище. Война в Израиле, так было еще и наоборот, было такой ЩПТ в последний крутится. И пример. Пример грустному фильму «Шахиды». Онлайн было понимать, это что скорее сильно была религия. Было это узнательство, творительство в Израиле. То, что было в прошлом, а то, что в следующем году, когда было все, начиная, что хочет, до будущего начале. Ну, хотя бы это сработало. Но хотя и не первый раз Израиль такой была не очень, но, например, это такой дальше, войны. Помните, как в мультфильме «Спокойной ночи, малыши» Филя уходил в армию? В армию пошел служить. В армию? Да. Ну и недавний мультфильм ТЦП была «Чья-нибудь галлюцинация». Кому-то было дальше на примеров. Например, как на будущее войны в Украине, так и не было такое особенно. Хотя бы это не очень было очень неважно. Можно я пойду полечу на Луну? Нельзя! Ставь лайк и подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями и больше друзей. Удачи всем!